Друзья, здравствуйте! Всем большой творческий привет! У нас сегодня на канале новый в этом году узор от Brunello Cucinelli, и причем с петлями симметрии. Я походила по интернету, я нигде не нашла с петлями симметрии. Объясню разницу. Вот так выглядит два раппорта в чистом виде. И он обрезанный, да? Ну, мы все понимаем, для чего нужны петли симметрии. Для поворотного вязания. То есть в поворотном вязании вот так два раппорта обрезаются. Когда добавляются петли симметрии, соответственно, читабель основной вот этот вот элемент, да, собственно, вот эти перетекания влево-вправо и так далее. Меня вот вообще крайне редко цепляют такого плана узора Brunello Cucinelli. И бомберы, и жакеты, и кардиганы. Я так думаю, что из мохеры можно вязать палантины, из градиентов можно вязать какие-то палантины и так далее. Ну, а кофточкам фантазии предела нет. Можно и со спущенным плечом, можно просто два квадрата, прямоугольника, да, сшили по плечевым без скосов, без всего, потому что ажур, он растекается как бы по телу. Я сделала ошибку. Я из этой пряжи, я вам назову, чтобы вы не делали таких ошибок. Значит, пряжа Vita Cotton, она не тоненькая, 50 граммов 125 метров, рекомендуемые спицы и крючок 3,5-4. Я подумала, поскольку здесь есть элемент двойной накид, я подумала, что нужно взять на эту пряжу спицы поменьше, так как первый узор я вязала, сейчас тоже об этой пряже скажу, спицами 3,5, подумала, ага, дырочки большие, попробую я сделать поменьше. А метраж у них, кстати, почти одинаковый. Сделала ошибку, нет, надо вязать покрупнее. И вообще, как мне кажется, данный узор хорош будет на шнурковой пряже. Вот эта шнурковая пряжа, Color 121, очень красивый оттенок, цвет тауб, либо кофе с молоком, но с холодным отливом. И еще с люрексом. Это Yarnards Elegance. Четверку нам рекомендуют. Ажур я взяла на спицах 3,5. Так, метраж. В 50 граммах 130 метров. Да, шнурок здесь он сплетенный. И он тянется. Еще лучше будет, если шнурок не тянется. Но для бюджетного варианта очень даже пойдет. Но спицы вот 3,5 лично меня вот этот образец конкретно устроил. Здесь мало провязан. Также он провязан с петлями симметрии. Но высоту провязано мало. Конечно, он не так хорошо читается, как розовый вариант. Мы с вами будем вязать вот на этой пряже. А я сейчас побегу куда-нибудь, посмотрю в интернет-магазине. Я еще вижу этот узор в какой-то, если не шнурковой пряжи, то какой-то жестковатый. Возможно, это лен, либо буретный шелк. Я просто обожаю бурет. Либо вот буретный шелк. Но, опять-таки, я не буду зарекаться. Надо просто пробовать. Девочки, значит, попрошу вас подписаться на телеграм-канал, оставлю ссылку в описании, также порядно у вас все будет. Наверху у вас в видео будет подписано каждый рядок для того, чтобы вы уже начинали вязать свои образцы, да, на разные пряжи попробуйте. Пожалуйста, подпишитесь на телеграм-канал, я выложу схему там с петлями симметрии. Мне нужно время ее перерисовать, а вы к тому времени уже побольше народу там соберется. Да, не забудьте поставить лайк данному видео, так как канал находится в теневом бане из-за того, что меня долго не было на канале. Попрошу вашей поддержки. Заранее благодарю, а мы начинаем вязать. Итак, у меня набрано 3 раппорта. 2 по центру, которые разделяют зеленый маркер и синие маркеры. Указывают на начало первого раппорта, и второй маркер указывает на конец второго раппорта. Справа петли симметрии для поворотного вязания, и слева петли симметрии для поворотного вязания. Значит, 2 по центру и по краям половинка и половинка. Всего 3 раппорта. Итак, поехали вязать первый ряд. Кромочную снимаю 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Накид, лицевая и 2 вместе. Во всех учебниках принято говорить, потому что все учебники, все схемы пишутся под классические петли. Поэтому я буду озвучивать поворот 2 петли с наклоном вправо, как просто 2 вместе, как в учебнике. Если вы вяжете бабушкиными изнаночными при поворотном вязании, значит переворачивайте просто стеночки. Итак, значит 4 лицевые, накид, лицевая и 2 вместе. Перекидываю маркер, далее начинается раппорт. 2 вместе с наклоном влево.
Провязываем, когда 2 вместе или 3 вместе, мы всегда подтягиваем, да? Лицевая, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3. Далее жгут из 2 петель, это центр у нас раппорта. Мы меняем 2 петли местами, таким образом, чтобы вторая стояла первой. На правую спицу перекидываю 2 петли, левой спицей сзади забираю первую петельку, придерживаю спереди и правой спицей забираю вторую и ставлю ее первой, поменяли местами, и провязываем жгутик. Этот жгут у нас находится по центру узора. Далее 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, лицевая и 2 вместе. У колбабушкины переворачиваем. Провязали мы раппорт, повторяем его 2 вместе с наклоном влево. Далее лицевая, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3. По центру жгут из 2 петель с наклоном вправо. Поменяли местами и провязываем одну и вторую. Далее зеркально 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, лицевая и 2 вместе. Раппорт второй закончен. Далее петли симметрии для поворотного вязания. 2 влево, вместе, лицевая, накид и 3 лицевые, 1, 2, 3. Простите, 4 лицевые, 2 вместе, лицевая, накид, 4 лицевые и кромочная. Изнаночный ряд провязываем все петли изнаночные при поворотном вязании, в том числе накиды. При круговом вязании, естественно, все петли лицевые. Третий ряд узора. Кромочную снимаем, 2 вместе с наклоном влево. Это петли симметрии справа. Итак, 2 влево. Далее двойной накид 1 раз и 2 раз. Накидываем на спицу ниточку. 2 вместе. Далее 1 лицевая, 2 вместе с наклоном влево. Провязали и 1 накид. Петли симметрии закончились. Перекидываем маркер и начинается раппорт с накида. Накид, 2 вместе с наклоном влево. Лицевая, 2 вместе с наклоном влево, двойной накид, 2 вместе и 2 вместе с наклоном влево. Вот эти 2 элемента являются центром у нас раппорта узора. Далее 2 накида, 2 вместе, лицевая, 2 вместе и в конце раппорта накид. Перекидываем маркер, начинается второй раппорт. Накид, 2 вместе с наклоном влево, лицевая, 2 вместе с наклоном влево, двойной накид, 2 вместе, 2 вместе с наклоном влево. 2 элемента — это центр раппорта. Далее зеркально 2 накида, 2 вместе, 1 лицевая, 2 вместе и накид. Раппорт закончен. И петли симметрии провяжем. Накид, 2 вместе с наклоном влево, лицевая, 2 вместе с наклоном влево, двойной накид и 2 вместе. Все, раппорт и петли симметрии закончены, и кромочная петля. В изнаночном ряду мы сейчас будем провязывать, у нас будет количество петель 6 в раппорте, 11 и 5 в конце. При круговом вязании
у вас всегда будет 11 петель в каждом раппорте. Значит, смотрите, считаю 1 изнаночная, 2 изнаночная, кромочную я не считаю, и накид мы второй скидываем. Вяжем 3, считаем изнаночные, не считая кромки, 3 изнаночные, 4, 5, 6. Перекидываем маркер. Второй накид мы будем скидывать, когда у нас будет попадаться 2 накида. Не так часто, но будут встречаться. И далее считаем 1 петля, 2, 3, 4 и второй скидываем. 5, 6, 7, второй скидываем. 8, 9, 10 и 11. Перекидываем маркер, начинаем вязать второй раппорт. И сразу скидываем второй накид. И вяжем, считаем 1, 2, 3, 4, скидываем. 5, 6, 7, скидываем. 8, 9, 10, 11. То есть первый накид мы провязываем. Мы закончили второй раппорт. А второй накид мы всегда скидываем. Значит, второй накид мы скинули и проверяем себя. Петли симметрии 1, 2, 3, 4. Скидываем. И 5 изнаночных и кромочные. Пятый ряд мы сейчас количество петель везде вернем. Кромочную снимаем, вяжем петли симметрии. Вяжем 4 лицевые. 1, вторую лицевую достаем из-под, вот так вот, смотрите, у нас отверстие предыдущего ряда, вот этот вот накид двойной, где был. А тут достаем вторую лицевую. Кромочная, 2 лицевые. Третью провязываем, 4. Итак, 4 лицевые, 2 вместе, накид и достаем лицевую петлю из предыдущего накида двойного. Перекидываю маркер, вяжем раппорт. Лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево. Далее у нас пойдут 8 лицевых. Считаем и запоминаем. Первая, вторую достаем из накида, 3, 4, 5, шестую достаем из накида, 7 и 8. Пересчитайте, убедитесь, что все хорошо. 2 вместе, накид и достаем из-под накида лицевую петлю. Перекидываем маркер, повторяем. Лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево. Далее 8 лицевых. Первая, вторую достаем, 3, 4, 5, шестую достаем, 7 и 8 лицевых. Далее 2 вместе, накид и достаем еще одну лицевую из-под предыдущего ряда накидов двойных. Перекинули маркер и петли симметрии. Лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево. И далее 4 лицевые. 1, вторую достаем из нижележащего ряда, 3 и 4. И изнаночная петля кромочная. Далее по кругу, кто вяжет в раппорте 14 петель, при поворотном вязании в изнаночном ряду количество петель совпадает с раппортом, то есть 14, 14 по краям 7. Седьмой ряд. Вяжем петли симметрии, кромочная, 2 вместе с наклоном влево, накид, 2 вместе, 1 лицевой, накид, 2 вместе с наклоном влево, накид и лицевая. Далее идет раппорт. Лицевая, накид, 2 вместе, накид, 2 вместе с наклоном влево, накид,
2 вместе с наклоном вправо и 2 вместе с наклоном влево. Вот эти два элемента, 2 вместе и 2 вместе влево, являются центральными петлями раппорта. Далее накид 2 вместе, накид 2 вместе с наклоном влево, накид и лицевая петля. Перекидываю маркер, повторим раппорт. Лицевая, накид, 2 вместе, накид, 2 вместе с наклоном влево, накид, 2 вместе и сразу 2 вместе с наклоном влево. Эти два элемента центр раппорта. Далее накид 2 вместе, накид 2 вместе с наклоном влево, накид и лицевая петля. Все, раппорт закончен. Продолжаем вязать, если вяжете по кругу. И петли симметрии для поворотного вязания. Лицевая, накид, 2 вместе, накид, 2 вместе с наклоном влево, накид, 2 вместе и кромочная петля. В данном ряду у нас количество петель соответствует раппорту, поэтому по кругу вяжем по 14 в каждом раппорте лицевых петель, поворотными рядами в каждом раппорте по 14 петель и на петлях симметрии справа и слева по 7 петель. Вяжем самостоятельно 8 ряд. 9 ряд, петли симметрии, кромочная, накид, лицевая, 2 вместе, подтягиваем, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево и лицевая петля. Петли симметрии закончились, и начинаем вязать раппорт. Лицевая, 2 вместе, накид, лицевая, 2 вместе с наклоном влево, лицевая, по центру раппорта 2 накида. Далее зеркальная, лицевая, 2 вместе, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево и лицевая. Перекидываю маркер, начинаем второй раппорт. Лицевая, 2 вместе, накид, лицевая, 2 вместе с наклоном влево, лицевая, по центру раппорта 2 накида, лицевая, 2 вместе, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево и лицевая. Раппорт, когда вяжем по кругу, закончен, повторяется. И петли симметрии для поворотного вязания. Лицевая, 2 вместе, накид, лицевая, 2 вместе с наклоном влево, лицевая и накид, и в конце кромочная. Разворачиваем вязание. При поворотном вязании и в петлях симметрии 7 изнаночных, в раппорте 13. Значит, при круговом вязании 13 петель лицевых в раппорте. Итак, давайте провяжем. Кромочная и считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Перекидываю маркер, начинается раппорт. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Скидываем, так как это двойной накид. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Перекидываем маркер, повторяем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
скидываем второй накид, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Перекидываю маркер и петли симметрии. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И в конце кромочная. 11 ряд узора вяжем, петли симметрии, кромочную снимаю, лицевая и 2 вместе. Далее 2 лицевые, 1, 2, двойной накид, 1, 2 и 2 вместе с наклоном влево. Перекидываю маркер, начинается раппорт по кругу. 2 вместе, 2 накида, 2 лицевые, 1, 2, 2 вместе с наклоном влево. И по центру у нас будет раппорта, по центру узора 2 лицевые. Одну вытягиваем из нижележащего ряда, из накида, и вторую провязываем. 2 петли являются центральной. Далее зеркально 2 вместе, 2 лицевые, двойной накид и 2 вместе с наклоном влево. Раппорт закончен, повторяем его. 2 вместе, двойной накид, 2 лицевые, 2 вместе с наклоном влево. По центру узора 2 лицевые, одну вытягиваем из лежащего ряда и вторую провязываем. Далее зеркально 2 вместе, 2 лицевые, двойной накид и в конце 2 вместе с наклоном влево. Подтянули. Раппорт закончен при вязании по кругу. И петли симметрии 2 вместе, двойной накид, 2 лицевые, 2 вместе с наклоном влево и лицевая петля. Завершаю кромочный, разворачиваемся. Для кругового вязания будет в раппорте по 12 лицевых петель, при поворотном вязании 6 изнаночных и 12 в целом раппорте. Давайте провяжем. Кромочную снимаю и считаем. 1, 2, 3, 4, 5. Скидываем второй накид с левой спицы и 6. Перекидываем маркер, начинаем вязать раппорт. 1, 2, третью скидываем, значит 2 петли, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 скидываем и 12 провязываем. Повторяем раппорт. 1, 2, скидываем, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, скидываем и 12. Перекидываем маркер и должно быть 6 изнаночных. 1, 2, скидываем, следующий, 3, 4, 5, 6 и изнаночная петля. 13 ряд. Кромочную снимаем, начинаем вязать петли симметрии справа. 2 вместе, далее 4 лицевых, 1, 2, третью вытягиваем из нижележащего накида двойного и 4. Далее накид, и теперь на пересечение раппортов, ну в данном случае петель симметрии и самого раппорта, нужно сделать жгут, который мы уже делали в первом ряду, из 2 петель. Первую снимаю и маркер пока снимаю. Теперь снимаю вторую и сзади забираю первую, спереди вторую, меняю их местами. При этом поставлю между ними маркер, чтобы вам было наглядно видно.
Итак, не утеряйте накид, на котором мы остановились. И далее провязываем одну лицевую. Перекидываем маркер, начинается раппорт. Лицевая, накид, далее 4 лицевых. Первую мы вытягиваем из дырочки, вторая лицевая, третья, четвертая. По центру раппорта узора мы вяжем 2 вместе с наклоном влево и 2 вместе. Вот эти 2 петли являются у нас центром. Далее 4 лицевые, первая, вторая, третью вытягиваем, 4, накид, и также на пересечении 2 раппортов мы делаем жгутик. Первую снимаю, вторую снимаю, меняю их местами так, чтобы вторая петля была первой, но между ними поставлю маркер. Итак, накид не теряем, провязываем лицевую. Перекидываю маркер, повторяем раппорт. Лицевая, накид, далее 4 лицевых. Первую вытягиваем из накида, вторая, третья, четвертая. Далее по центру 2 вместе с наклоном влево и 2 вместе. 2 петли являются центром узора. Далее 4 лицевых, 1, 2, третью вытягиваем из нижележащего накида и четвертая. Далее делаем накид и делаем жгут из 2 петель. Поменяли местами, между ними вешаю маркер, накид не теряем и провязываем лицевую. Перекидываем маркер, петли симметрии, лицевая, накид, далее 4 лицевых. Первую мы вытягиваем из нижележащего двойного накида, вторая, третья, четвертая и 2 вместе с наклоном влево. Те, кто вяжет по кругу, количество в раппорте петель остается тем же. При поворотном вязании то же самое, только петли изнаночные. Вяжем 15 ряд. Первую снимаем, 2 вместе с наклоном влево, лицевая, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3. Далее жгут, который мы уже выполняли. Снимаю временно маркер, меняю местами, возвращаю маркер и провязываем еще одну лицевую. То есть всего после накида 1, 2, 3, 4 лицевых. Перекидываю маркер, начинаем вязать раппорт узора. 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, накид, лицевая, 2 вместе и 2 вместе с наклоном влево. Вот эти 2 элемента, 2 вправо, 2 влево, являются центром узора. Лицевая, накид и 4 лицевые, 1, 2, 3. Четвертую мы провяжем, когда мы сделаем жгут опять на пересечении 2 раппортов. Снимаю временно маркер, меняю петли местами, между ними оставляю маркер, чтобы раппорт не потерять. И провязываем после накида 4 лицевую. Возвращаем накид, провязываем второй раппорт. 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, накид, лицевая. И по центру узора вяжем 2 вместе одной петлей и 2 вместе с наклоном влево. Лицевая, накид и 4 лицевых. Вяжем 3, 1, 2, 3. Теперь у нас на пересечении опять жгутик из 2 петель. Он всегда вяжется одинаково. Между петлями ставлю маркер, чтобы не потерять. И довязываем 4 лицевую после накида. Перекидываю маркер и далее либо раппорт повторяете при круговом вязании, либо у меня петли симметрии дальше. 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, накид,
лицевая и 2 вместе, ну и кромочная петля. В круговом вязании количество петель в раппорте по 14. При поворотном вязании количество петель также соответствует раппорту. 14 и 7 по краям. 17 ряд, кромочная, накид, 2 вместе с наклоном влево. Лицевая, 2 вместе с наклоном влево. Двойной накид и 2 вместе. Это петли симметрии. Начинается раппорт. 2 вместе с наклоном влево. Двойной накид. 2 вправо. Лицевая. 2 вместе. Это по центру у нас двойной накид и 2 вместе с наклоном влево. Далее лицевая, 2 вместе с наклоном влево, двойной накид и 2 вместе. Перекидываем маркер, повторяем раппорт. 2 вместе с наклоном влево. Двойной накид, 2 вместе, лицевая, 2 вместе, по центру 2 накида, 2 вместе с наклоном влево, лицевая, 2 вместе с наклоном влево, двойной накид и 2 вместе. Раппорт закончен по кругу. Далее петли симметрии. 2 влево, двойной накид и 2 вместе, лицевая, 2 вместе и накид, кромочная петля. В изнаночном ряду у нас будет 6 по краям и 11. В круговом ряду по 11 петель в раппорте. Провязываем изнаночную сторону, кромочная. Далее считаем изнаночные. 1, 2, 3, 4, 5. Скидываем накид и 6 петля. Перекидываем маркер, раппорт. 1, 2, скидываем накид, 3, 4, 5, 6, скидываем, 7, 8, 9, 10, скидываем, 11. Перекидываем маркер, повторяем. 1, 2, скидываем, 3, 4, 5, 6, скидываем, 7, 8, 9, 10, скидываем и 11. И петля симметрии. 1, 2, скидываем, 3, 4, 5, 6 и кромочная. Приступаем к вязанию 19 ряда. Кромочная, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево, лицевая, далее 3 лицевых, 1 из-под нижнего ряда, 2 и 3. Петли симметрии закончились, начинается раппорт. 1 лицевая, 2 вытягиваем из нижележащего ряда, 3, 4, 2 вместе, накид, 1 лицевую вытягиваем, 2 провязываем. Вот эти 2 петли лицевые являются центром раппорта. Далее накид, 2 вместе с наклоном влево,
Далее считаем лицевые. 1, вторую вытягиваем, 3 и 4. Перекидываем маркер, повторяем раппорт. 1 лицевая, вторую вытягиваем, 3, 4. 4 лицевые. Далее 2 вместе. Далее 3 лицевые. Первую, 2 вместе, накид, 1 лицевую вытягиваем, вторую провязываем. 2 лицевые петли являются центром раппорта, центром узора. Накид, 2 вместе с наклоном влево и 4 лицевые. Первая, вторую вытягиваем, 3 и 4. Перекидываем маркер, раппорт закончен, и петли симметрии. 1 лицевая, вторую вытягиваем, 3 и 4. 2 вместе, накид и лицевая, и в конце кромочная. В этом ряду количество петель в раппорте соответствует: 21 ряд, кромочная, лицевая, накид, 2 вместе, накид, 2 вместе с наклоном влево, накид и 2 вместе. Петли симметрии закончились. Далее начинаем раппорт. 2 вместе с наклоном влево, накид, 2 вместе, накид, 2 вместе с наклоном влево, накид, по центру 2 лицевые, 1, 2. Далее зеркально, накид, 2 вместе, накид, 2 вместе с наклоном влево, накид, 2 вместе. Перекидываем маркер, повторяем раппорт. 2 вместе с наклоном влево, накид, 2 вместе, накид, 2 вместе с наклоном влево, накид, по центру 2 лицевые, 1, 2. Зеркально, накид, 2 вместе, накид, 2 вместе с наклоном влево, накид и 2 вместе. Раппорт закончен. Далее петли симметрии. 2 вместе с наклоном влево, накид, 2 вместе, накид, 2 вместе с наклоном влево, накид и лицевая, кромочная петля. Далее в этом ряду у нас количество в раппорте петель совпадает. Вяжем 23 ряд, кромочную снимаю, лицевая, далее 2 вместе, накид, лицевая, 2 вместе с наклоном влево, лицевая и накид. Перекидываю маркер, и раппорт начинается с накида. Накид, лицевая, 2 вместе, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево, по центру раппорта 2 лицевые, 1, 2, и зеркально, 2 вместе, накид, лицевая, 2 вместе с наклоном влево, лицевая и накид. Раппорт закончен. Перекидываю маркер, повторяем раппорт. Накид, лицевая, 2 вместе, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево, по центру 2 лицевые, 1, 2,
зеркально, 2 вместе, накид, лицевая, 2 вместе с наклоном влево, лицевая, накид, перекидываем маркер, делаю накид, лицевая, 2 вместе, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево, лицевая петля. Все, петли симметрии закончились, и кромочная. 24 изнаночный ряд провязываем вместе, так как количество петель у нас будет разное. Значит, при круговом вязании в раппорте будет 13 лицевых петель. Итак, вяжем поворотными рядами. Итак, кромочная. Далее считаем изнаночный. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Перекидываем маркер, скидываем второй накид. И в раппорте у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Перекидываем маркер, повторим раппорт, скидываем накид и вяжем изнаночный. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Перекидываем маркер, петли симметрии скидываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть в начале 7, а в конце 6. И кромочная. Разворачиваем вязание. Начинаем вязать 25 ряд. Кромочная, 2 вместе, 2 накида, 2 лицевые, 1, 2, 2 вместе с наклоном влево и 1 лицевая петля, которую мы вытягиваем из-под накида предыдущего ряда. Перекидываем маркер, вяжем основной раппорт. Лицевая, 2 вместе, 1 лицевой, 2 лицевые, двойной накид, далее 2 вместе с наклоном влево, 2 вместе, вот эти 2 раза 2 вместе, это центр раппорта. Далее двойной накид, 2 лицевые, 1, 2, 2 вместе с наклоном влево и лицевую петлю вытягиваем, перекидываем маркер, повторяем. Лицевая, 2 вместе, 2 лицевые, двойной накид, по центру вяжем 2 вместе влево и 2 вместе, 1 лицевой. Это 2 центральные петли раппорта. Двойной накид, 2 лицевые, 1, 2, 2 вместе с наклоном влево, 1 петлю вытягиваем из-под предыдущего ряда накида. Перекидываю маркер и петли симметрии. 1 лицевая, 2 вместе, 2 лицевые, двойной накид, 2 вместе с наклоном влево. И кромочная петля. Кто вяжет по кругу в раппорте 12 лицевых, при поворотном вязании кромочная, далее 6 изнаночных. 1, 2, скидываем, 3, 4, 5, 6. Основной раппорт. 1, 2, 3, 4, 5, скидываем, 6, 7, 8, скидываем, второй накид,
9, 10, 11, так, 12. Повторяем раппорт. 1 изнаночная, 2, 3, 4, 5, 6 скидываем. Так, 5 изнаночных, 6, 7, 8 скидываем, 9, 10, 11, 12. Раппорт закончен. И петли симметрии. 1, 2, 3, 4, 5. Скидываем накид и 6. И кромочная. И последний ряд у нас 27. Кромочная, лицевая, накид. Далее 4 лицевых. Первую вытягиваем из-под накида, 2, 3, 4 и 2 вместе с наклоном влево. Петли симметрии в начале ряда закончили вязать. Теперь основной раппорт. 2 вместе. Далее 4 лицевых. 1, 2, 3 вытягиваем из-под накида, вот этой крупной дырочки, и 4 накид и жгутик. Это у нас центр будет раппорта. Жгутик тот же мы делаем из 2 петель с наклоном вправо. Не утеряйте накид, провязываем по центру 2 лицевых. Провязали. Далее накид и 4 лицевые. Первую петлю лицевую мы вытягиваем из дырочки. Далее 2, 3, 4 и 2 вместе с наклоном влево. Закончили раппорт. Перекидываю маркер, повторяем раппорт. 2 вместе, 2 лицевые, далее 3 вытягиваем, 4 провязываем, далее накид и жгут из 2 петель. Жгут у нас, если встречается, то всегда одинаково провязывается. Накид не утеряйте и провязываем жгут из 2 петель. 1, 2. Эти 2 петли являются центром узора. Далее зеркально накид и 4 лицевые. Первую лицевую вытягиваем, 2, 3, 4. 2 вместе с наклоном влево. Раппорт закончили. Для тех, кто вяжет по кругу. И петли симметрии в конце ряда. 2 вместе, 4 лицевые. Вяжем 1, 2, 3 вытягиваем из-под накида и 4. Накид и лицевая петля. И завершаем кромочную. На этом этапе количество петель соответствует раппорту. И далее узор повторяется с 1 по 28 ряд. Я вам желаю самых легких, красивых петелек, девочки. И самое главное, будьте здоровы!